Пацаны, привет! В этом видео поделюсь опытом и отвечу на самый главный вопрос, можно ли разогнать процессоры на материнской плате или нет. Передо мной популярный тест, в представлении он не нуждается, тест по производительности. Здесь посмотрите, у меня три шкалы. Вот эти вот три цвета, начиная оранжевый, вам скорее всего оттенок здесь красного больше видно, посередине оранжевый, красный и красный. Будем ориентироваться так. Это все один процессор. Также вы здесь увидите другие наименования процессоров. Смотрите, идем с самого низа. В самом низу здесь процессор просто в стоке, не разгонялся вообще просто никак. Здесь 21 тысяча, почти 22 тысячи очков. Здесь видно, мышкой ввожу. Потом поднимаемся. Здесь уже с разгоном 27 500 с чем-то еще там, с копейками. Это уже с разгоном. То есть процессоры реально разгоняются. Эти же процессоры, смотрите, здесь уже тоже уже с разгоном, но уже процессор 1.86 стал, то есть уже прописываться начал плюс 600 мегагерц. Соответственно, очков здесь он побольше набирает. Ну, здесь по вот этому вот разгону есть определенный нюанс. Итак, как же разогнать процессоры? На самом деле все это делается легко и просто. Заходим в BIOS. В BIOS находим данную вкладку. Смотрите, у меня здесь уже процессоры разогнаны вот именно по второй линии, как я вам показывал. Вот этот разгон меня в принципе устраивает. Объясню почему. Здесь смотрите, выбираете то, что вы хотите в принципе оптимизировать, какой получите разгон. Вот так вот у вас выглядит в обычном состоянии, то есть без разгона. Если вы захотите поменять настройки, вы выберете, что вы здесь в принципе хотите. Здесь есть разные разгоны. Посмотрите, попробуйте. То есть все зависит от вашего времени и какой вы результат будете получать. И в принципе записывайте куда-либо данные свои по разгону и прогоняйте тест. Вы, конечно, углубите очень много времени, но я остановился, допустим, на вот таком вот разгоне. Смотрите, вот такой вот разгон у меня стоит, поставлен. Объясню почему. Вот если, допустим, выбрать вот этот разгон, здесь будет использоваться уже память по контроллеру жесткого диска. Объясню почему. Система, видите, жесткие диски, которые у вас стоят по SATA, у меня стоят жесткие диски, у меня она перестала их видеть. Вот именно вот из-за этого разгона. Ну, здесь авто выставляйте. То есть, в принципе, вот этот вот разгон я бы рекомендовал бы выключать. И, в принципе, это не трогать. Если у вас, да, нету дисков, которые у вас дополнительно не подключены, вы можете вот этот разгон выбрать, поставить, и у вас, к примеру, у меня стало 1.86. Вот самая верхняя строка, которая вот здесь вот была, у меня 1.86, то есть процессоры по максимуму разогнались, все вообще классно. Можно, то есть без вопросов, я сейчас могу поставить этот разгон, у меня компьютер без вопросов просто включится с первого раза. Никаких танцев с бумом, ничего придумывать не надо. Также и по другим разгонам. Сразу включается все, только пробуйте варианты и ищите.
комментариях напишите, кто какой разгон использовал, может кто-то на нескольких вариантах остановился, какие процессоры использовались, сколько очков было и сколько стало. Ну, соответственно, потом все вы это сохраняете, перезагружаете, ждете. Будет достаточно такая долговатая загрузка, я бы сказал. Компьютер включится и все, система загрузится. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.